Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 13 ноября 2017 года. Естественно, один из самых популярных вопросов связан с саммитом АТЭС, прошедший на прошлой неделе, и в частности Георгий Асланян и Анатолий Распопов просят прокомментировать новость, в частности, об отказе Трампа встретиться с Путиным на саммите во Вьетнаме. Что на самом деле высветила вот эта самая не встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС? Это открытый саботаж из окружения двух президентов, так называемых противников сближения США и России, или нечто большее? Это значительно больше, чем работа команд двух президентов России и Соединенных Штатов. И не встреча, это громко как бы сказано, если бы Трамп не хотел встречаться с Путиным, он об этом бы не заявлял. То есть инициатива была с американской стороны, о том, что такая встреча хотелось бы ее провести. И там не получилось по согласованию. И вот здесь можно, конечно, поискать Deep State, глубинное государство, с которым как бы противостоит Трамп, которому противостоит. На самом деле, я уже неоднократно говорил, Deep State – это не страновая элита, а глобальная элита. Это глобальный предиктор. Именно она осуществляется целеполаганием развития государства, вырабатывает целевую функцию, концепцию управления государства. Вот. И поэтому они являются глубинным государством, а там уже укладывается. Противостояние же у Трампа со страновой элитой. Да, конечно, страновая элита Соединенных Штатов, она достаточно много портит крови, так сказать, собственно, Трампу и Тиллерсону. Достаточно вспомнить, что при первой встрече Тиллерсона и Лаврова там чиновники просто Тиллерсону заткнули рот, американские чиновники, и сказали: ну все, протокольная съемка закончилась, выходите, прямо на полусловие прервав госсекретаря. Поэтому здесь возмутился наш министр иностранных дел Лавров. Трампу также команда забыла забронировать отель при его первом визите в Германию. В результате он вынужден был жить в загородном домике. Это не значит, что он жил в менее комфортных условиях, он в менее функциональных условиях. То есть там же ведь визит, он определяет время, которое должно быть минимальным при передвижении в целях предоставления большего рабочего графика. А здесь Трампу такое время удлинили. Трампу гостиницу не забронировали, а Тиллерсона просто нагло прервали. И поэтому не надо удивляться тому, что Госдепартамент пострадал от разгона больше, чем кто-либо. Потому что там наибольшее противостояние идет со стороны вот этой вот чиновничьего аппарата, который, преследуя свои узкокорыстные интересы страновой элиты США, пытается навредить президенту Соединенных Штатов. И казалось бы, вот здесь мы должны тоже проконстатировать, что да, вот не хотела страновая элита Соединенных Штатов, чтобы Трамп встретился с Путиным. И у них ничего не получилось. Настолько, мол, плотно обложили. На самом деле же дело обстоит все совершенно не так. И страновая элита к тому, что встреча Трампа-Путина не состоялась, не имеет никакого отношения, кроме того, что это будет записано как бы немножко в их актив, что повлечет за собой определенные негативные последствия не встречи Путина и Трампа, на основе которых можно страновую элиту опять очень хорошо нагнуть и почистить. А в таком случае, кто здесь вообще... В чем здесь суть вот этой вот непонятных телодвижений Трампа на саммите АТЭС в Дананге? Казалось бы,
все должно быть пройти, если это не аппарат, то Трамп высказывал желание, встречное желание встретиться с российской стороны тоже было высказано. Да, пожалуйста, если у вас есть встреча, мы готовы встретиться. Тогда кто же помешал-то, из-за чего? Ну, помешать могла только одна сила. И это сила глобальный предиктор. Глобальной элиты в составе Соединенных Штатов. А зачем им-то это надо? Возникает вопрос. И вот, ну для начала, носит ли это конечный характер, вот это противостояние между, как бы, невозможность встретиться Путина и Трампа для того, чтобы осуществлять совместную работу по решению проблем? Конечно, не носит. И это вот после Дананга Трамп в Твиттере снова там написал: да когда же до этих глупцов дойдет, что надо работать с Россией, иначе мы не решим очень сложные вопросы. То есть он еще раз их ткнул в то, что вот из-за вас, что вы сопротивляетесь, а вот эти сложные вопросы не будут решены. Вообще, о чем идет речь? Зачем глобальному предиктору вот, устраивать вот этот достаточно, как бы, такой комичный спектакль по организации не встречи? Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить некоторые события, которые предшествовали встрече Путина и Трампа. Ну, вот это вот кулуарно. Там они 3 раза встретились в кулуарах, там переговорили, и у них интерес поговорить друг с другом был. Это было очевидно на том видео, которое демонстрировалось. Вот. То, что они там практически ничего не приняли, а чисто протокольную такую вещь, которую могли согласовать министры иностранных дел, ну так она и была согласована Министерством иностранных дел. Просто как бы президенты приложили к этому свою руку для того, чтобы сказать: вот здесь мы едины. Вот. В чем же тогда причина вот такого странного появления, поведения Трампа во Вьетнаме? А причина в Китае. Трамп прилетел в Дананг из Китая. А при чем здесь Китай? И вот я все время, как только 9 числа вышла статья Путина, посвященная саммиту АТЭС, я все время ждал, ну, что скажет наше экспертно-аналитическое сообщество, поскольку статья, она небольшая по объему, но настолько содержательная, что вот как бы просто удивляешься, как вот все это не заметили наши эксперты. Я вот эту статью рекомендую всем самим прочитать, а укажу только на ключевое место сборки, которое там прозвучало. Значит, там Путин пишет: безусловно, масштабный проект создания зоны свободной торговли АТЭС должен реализовываться с участием наработок и опыта ключевых интеграционных форматов Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии, в том числе Евразийского экономического союза, в котором Россия сотрудничает с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Наш союз динамично развивается, и мы готовы выстраивать отношения со всеми заинтересованными странами и объединениями. Дальше больше. Пропускаем и читаем. И, конечно, хочу отдельно отметить нашу идею по созданию большого евразийского партнерства. Предложили формировать его на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Подчеркну, это гибкий, современный проект, открытый для присоединения других участников. И вот здесь вроде бы просто такие слова, да? Протокольные, официальные.
А ведь за ними глубочайший смысл. Все мы знаем, что в Китай переносится центр концентрации управления глобализацией из Великобритании и вообще евроатлантического вот этого конгломерата. Вот. Китай, геополитикой занимаются в песочницах, а Китай, он занимается другим выстраиванием экономических связей. Он строит новый шелковый путь, связывает населенные районы, обжитые районы, производственные районы в глуби континентов между собой экономической интеграцией и транспортными артериями. И вот Путин фактически предложил и показал инструмент воздействия и вписывания, что по-другому никак вообще не получится, если не принять правила игры, которые предложил Путин. А где здесь тогда глобализационная роль Китая? Где этот центр концентрации управления? Где у них вот этот великий новый шелковый путь? А он элемент. То есть мы предложили объемлющий план глобализации и берем на себя ответственность за эту реализацию. Более того, мы показываем механизмы реализации этого. А китайская элита уже рвется быть главнюками в мире вместо Соединенных Штатов. Но опять же ситуация такая. Глобальный предиктор, он вовсе не собирался ставить на Россию как центр концентрации управления. Глобальный предиктор вынужден с этим делом считаться по одной простой причине. Центр концентрации управления евроазиатский, который должен быть перенесен в Иран, он в самом начальном пути. Просто они его не могут даже вывести на стартовые позиции. Забуксовали. В Сирии забуксовали так, что прорваться мимо России никак не получается. Россия обладает вот этой ключевой золотой акцией. И китайской программы тоже. Мы о чем говорили? О китайском SWIFT, помните, versus payment, payment versus payment, это система PVP, стабилизация вот этой системы. То есть у России все ключи. И возникает ситуация. Что делать? Работать по предложению, которое сделал Путин. А Путин ведь это предложение сделал не просто так. В Китае, когда там находился Трамп, Трамп делал заявление, они на финальной пресс-конференции, на финальном выступлении с Си Цзиньпинем, они делали заявление, и Трамп сказал, что проблему Северной Кореи мы можем решить только при привлечении России. И многие вообще процессы, которые можно разрешать в мире, они могут быть разрешены только с участием России. Россия говорит в виде этой статьи: да, мы готовы взять на себя груз по разрешению различных конфликтов. Но условия нашего участия в глобальном управлении наши. Мы идем на своих условиях, мы свое предлагаем, не по вашим правилам. И что остается глобальной элите? Глобальному предиктору нужно взять тайм-аут, сохранив нормальные отношения с Россией. И не разозлив Китай. Если сейчас эта встреча в Дананге состоялась личная, то китайская элита может воспринять это как сговор между Россией и Соединенными Штатами, со всеми вытекающими последствиями для Китая, как то, что он не состоится как центр концентрации управления. Потому что у России все ключи. У Соединенных Штатов сейчас по факту это центр концентрации управления, элементы размещены там. Они являются главнюками, главным жандармом в мире.
А Китай только выходит реально на стартовые позиции. Там входит в управление, здесь входит в управление. Вот. И несмотря на то, что как бы роль Китая в современном мире уже отличается от роли Китая еще даже 20 лет назад, тем не менее ничего невозможного нет. Если с Россией договориться, то Китай можно подвинуть, а китайской элите этого не хочется. Китайскую элиту надо успокоить. Надо продолжить процесс стабилизации в Соединенных Штатах. То есть показать, получить негативный эффект от невстречи Путина и Трампа и на основе этого продолжить разгром страновой элиты. Что и было сделано. Сразу, вот смотрите, 9 числа публикуется статья. В этот же день сначала предложение Трампа участвовать России в мировых процессах по разруливанию кризиса. В ответ на это появляется статья, вернее, она была же написана раньше, просто там по времени так получается, как бы ответом сразу прозвучало заявление Трампа: вот вам наши условия. Статья была написана до этого, она по-любому была бы написана до этого. И не навстречу с Трампом летал Путин в Дананг, он летал решать вопросы глобализации мира. Поэтому была встреча, не была встреча с Трампом, это дело десятое. Вот. Он решал вопрос региональной глобализации. И этот вопрос решен эффективно. А чтобы вот это, повторюсь, взять паузу, то тут же сделали заявление 10 числа, почти через сутки, как была статья опубликована, Белый дом заявил, что встречи не будет. Ну, не будет и не будет. Вы хотели встречу, вы ее отменили. Мы здесь не лезли. А мы свои правила игры огласили. Так что ситуация, в общем, вот такая. Дело в том, что Россию хотят постоянно отматросить. То есть, чтобы она, как мартышка, таскала каштаны из огня для хозяина, который там набивается в хозяева России. Вот. А Путин говорит: нет, Россия — это самостоятельный глобальный игрок, и у него есть свои интересы, есть своя концепция управления, и Россия будет проводить свою глобальную политику по своим правилам глобализации. Вот они принципы. Принимаете? Не принимаете. Это уже ваш вопрос. Но надо отметить следующее. Путин никогда не предлагает нашим партнерам, хоть это в лице глобального предиктора, хоть в лице страновых элит, сделать шаг, который для них неприемлем. Он всегда предлагает абсолютно приемлемый для них шаг. Но это постепенно меняет положение России в мире, возвращает суверенитет России. Вот такие последствия. И вот такие причины, почему вот этот вот спектакль, так скажем, пронаблюдали. Следующий вопрос от Юрия. Почему Путин участвовал в открытии памятника «Стена скорби»? Разве он может просто не участвовать? Или наоборот не может не участвовать в таких мероприятиях? А лучше вообще запретить. Почему на фоне внешних успехов нет успехов внутри страны? Ведь вы постоянно говорите, что глобальный предиктор вынужден идти на сотрудничество с Россией. Так почему бы не поставить условием сотрудничества возможность навести порядок внутри страны? И, как, наверное, имеет в виду автор, не участвовать вот в таких мероприятиях с открытием памятника? Достаточно большой вопрос, но начнем тогда, наверное, с конца. То есть, вот смотрите, мы только что рассматривали вопрос участия, проведения Путиным своей глобальной политики на своих концептуальных принципах. А вопрос заключается в следующем. Вот с какой радости глобальный предиктор должен идти на условия России? У него по условиям, по которым он планировал,
России в настоящее время не должно было уже существовать. Это должна быть череда сувенирных государств, которые находятся под протекторатом Китая, при участии военной силы Китая и работает в рамках единого нового шелкового пути. Это был план. Расчленить Россию, сделать из нее массу сувенирных государств и управлять этими сувенирными государствами. А Россия теперь является снова как супердержава номер один в мире. Почему номер один? Да потому что попробуй, американцы, без России что-то сделай. Слетай в космос, например. Или поставить сланцевый газ в Европу. Где они его покупают? Бумаги офшора, Paradise Papers. Они ведь о чем говорят? В России покупают газ, а потом его гонят в Европу. Вот. Ну а информационная шумиха, вот и успех сланцевой революции в Соединенных Штатах. Вот они готовы газом завалить всех. Ну, поскольку объемы для продажи газа ограничены, поэтому и объемы поставки сланцевого газа в Европу и Соединенных Штатах тоже ограничены. Вот. У глобального предиктора свои интересы по отношению к России. И поэтому глобальный предиктор не пойдет на то, чтобы изменить свои замыслы по глобальному мироустройству в интересах России. А интересы России какой? Равная безопасность для всех в мире и процветание всех стран. Не согласен глобальный предиктор на это. У него другие принципы. Они должны быть главнюками и управлять всем миром. Поэтому они сейчас России идут на уступки ровно настолько, насколько это необходимо для устойчивости управления в мире и для того, чтобы Россия решала управленческие задачи для глобального предиктора. Но ведь нам тоже интересно решать эти задачи по одной простой причине. Если цивилизация на планете Земля погибнет в результате глобальной экологической, экономической или военно-политической катастрофы, но глобальный предиктор хотя бы у него в фантазиях есть улететь на какую-нибудь другую планету или перенести свой мозг на механические носители. А куда людям-то деваться? Ну надо же понимать вот эти вот вещи-то. Что есть разные концепции глобализации, есть разные концептуальные власти, есть русский мир и есть ветхозаветно-библейский. Когда они действуют по принципу «и будешь господствовать над многими народами», они над тобой не будут господствовать. Или по-русски жить, по-божески. Когда люди живут по принципу «человек человеку друг, товарищ и брат». Вот. Так что глобальный предиктор вовсе не заинтересован решать проблемы России. Или чтобы позволить России решать свои проблемы. Если Россия будет решать свои проблемы, то тогда она станет слишком серьезным, слишком сильным партнером по проведению управления планетой Земля. А им это не надо, потому что Россия проводит, повторю, свою политику глобализации. Запад проводит свою политику глобализации. В чем это выражается? Ну, это выражается. Российская империя была создана и включила много народов, и ни один народ не погиб. В результате развития русского мира все народы были сохранены, была сохранена их культура, а ранее бесписьменные народы получили свою письменность, то есть развитие культуры налицо. Глобализация по-западному. Пришли западные глобализаторы в Европу, в Америку, и от многомиллионного индейского населения в Северной Америке не осталось ничего, 400 тысяч. Живут они в своих резервациях и за огненную воду танцуют свои боевые танцы.
То есть здесь договориться не получится. Глобальный предиктор хочет глобализацию по-своему, уничтожать народы на планете Земля. А мы хотим, чтобы народы процветали. Разница капитальна. И поэтому, когда глобальный предиктор идет на то, чтобы позволить России решить какую-либо проблему, например, построить Крымский мост или еще что-то, вот, тогда, когда от устойчивости управления в России, от ее ресурсной устойчивости зависит вообще существование самого глобального предиктора на планете Земля. Вот здесь они готовы уступить. И Путин, повторю, вот через вот это вот письмо, да, он каждый раз за разом выгрызает суверенитет. Мы уже во многом обладали суверенитетом России в сталинское время. А все послесталинские руководители Советского Союза просто сдали страну и вписали в глобализацию по-западному. И сейчас выбираться очень и очень трудно. Это даже потруднее, чем провести революцию и, воспользовавшись проведением революции, заключить Брестский мир и развернуть революционные процессы на процессы самоочищения и восстановления великого государства. Значительно тяжелее. Поэтому глобальному предиктору постоянно нужно показывать его заинтересованность в решении той или иной проблемы. Вот нужно Китаю управляемый космос, да? Вернее, пилотируемый космос. Пожалуйста, у нас есть позволение построить космодром Восточный. Так что товарищ, который несколько бюджетов сожрал, он не понимает, кому он на пятки наступил, а потом хотел сжечь этот космодром. Патриот нашелся. Вот. Так вот, глобальный предиктор ничего не сделает для России просто так. Он сделает только, вернее, он согласится, когда ему будет доказано, что это необходимо глобальному предиктору, но в рамках развития. И, естественно, поэтому все процессы развития России со стороны глобального предиктора через инструментарий страновых элит тормозится всевозможными способами. И договориться с ним по-другому не получится сейчас. Мы еще не в той позиции, когда можем диктовать, повторю, все советское руководство после сталинское, суверенитет страны сдало. И восстанавливаться очень серьезно, очень трудно. Вот. Что же касается стены скорби. А почему нужно запрещать ее? Вот я лично не понимаю. Почему Путин не должен был там быть? Я этого тоже не понимаю. Я знаю, что в ответ на сталинскую конституцию 1936 года троцкисты внутри страны развязали масштабный террор. Они по спискам самых таких дееспособных, талантливых, пробивных людей вычленяли и по разным категориям. Троцкисту Хрущеву все время было мало по первой категории расстрельного, что Сталин, когда он смог это наконец написать, он ему написал: «Уймись, дурак». Каток репрессий по русскому народу прокатился просто чудовищным образом. Мы должны это забыть? Я считаю, что мы не должны это забывать. Другое дело, что те палачи, которые гнали вот этот каток по русскому народу, многонациональному русскому народу, потом попали под самый этот каток, и теперь их наследники орут о сталинских репрессиях. Но они же не хотят публиковать дела-то, чтобы не знали. А вот они узурпировали память о репрессиях. Они искажают нам историю, и мы будем вестись на это? Нет. Я считаю, что стену скорби надо было открыть. Тем более, что ее требовали открыть те, кто сейчас очень серьезно участвует в управлении. Вот открыли же мы Ельцин-центр. Ну, это необходимая как бы уступка. А здесь это не уступка. Нам нужно просто помнить, что
на стене вот этой скорби не место погибшим в русле действительно сталинских репрессий, тем палачам и убийцам, которые развязали псевдосталинские репрессии против русского многонационального народа. Так они уже, в принципе-то, сами себя и пожирают, наследники тех палачей. Поэтому Путин действует правильно. Он сказал, что эту трагедию нельзя забывать, что ее правильно надо оценивать. А иначе у нас забирают нашу историю. Это второй приоритет обобщенных средств управления. И мы будем на это дело смотреть. У нас забирают нашу символику, нашу историю. И мы будем вестись, или мы будем проводить свое управление? Вот так ставится вопрос. Мы к любому событию, к любому явлению должны подходить со своими мерками, со своей концепцией управления. Что там еще в этом вопросе? Все тогда. Пока. Но это коротко, как всегда. Следующий вопрос от Дмитрия из Крыма. Здравствуйте, Валерий Викторович. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы Крым стал признан миром как часть России? Как долго процесс признания может затянуться? Ведь не только Запад не признает, а также члены БРИКС, Ближний Восток и так далее. Как ГП относится к такому вопросу? Считает ли недопустимым поддержать Россию в этом вопросе? Ни в коем случае. Я только что вот рассказывал. Глобальный предиктор ничего не делает для того, чтобы решать проблемы России, поскольку укрепление России, ее ресурсной устойчивости ведет к тому, что Россия становится слишком сильным переговорным партнером. А без России проблемы управления миром не решить. Глобальный предиктор хочет решать за счет России, но не в интересах России и других народов планеты Земля. Соответственно этому, чем больше России создают различных проблем, тем с точки зрения глобального предиктора лучше. И то, что сейчас в Крыму находятся российские войска, а не американские, с перспективой замены их на китайский, потому что китайские тоже должны были там находиться. Вспомните проект по созданию глубоководных портов в Крыму в рамках Великого Шелкового пути. Ведь заглохло. А территория Украины должна поставлять продовольствие для Китая. Вот. Для глобального предиктора срыв. И через Крым он показывает, что, извините, вы здесь залезли в нашу епархию. Мы на это не соглашались. Это вы сработали так, что Крым вернулся в Россию. Но это не было в наших планах, и это не является в наших интересах. Соответственно, этому мы будем всячески противодействовать. Но противодействовать, опять же, с оглядкой на то, что Россия нужна или не нужна. Крымский же мост они разрешили строить, потому что это необходимо для ресурсной устойчивости России. И глобальщикам доказали необходимость этого. И интеграционные процессы с Крымом они отменить не могут. А что касается как долго, ну вот Советский Союз не признавали до 30-х годов. И что? Помешало это Советскому Союзу развиваться? Нет, надо предъявлять свою концепцию управления, ее реализовывать, быть суверенным государством, а не сувенирным. Вот когда мы обретем суверенности ровно настолько, сколько что сможем ее впрямую предъявлять миру, то вопрос с признанием Крыма отпадет сам собой. Да все там наперечет все будут за Милошем Земаном говорить, да это все нормально, это всегда была российской территорией. Ну, мы можем там говорить о передаче или там возврате, но это внутреннее дело России. Украина — это зона интересов России, нам это не интересно. Земан ведь не просто так это говорит, он готовит уже эту почву, они готовы уже уступить. Но только надо брать суверенитет свой, восстанавливать его пошагово везде. И вот событие, о котором мы говорили в Дананге,
Путинская статья, ну просто великолепна. Ну просто у нас такие политологи и политики, что они просто не понимают вообще, что там написано. Слова не понимают. Вернее, слова-то понимают, смысла не понимают слов. Иначе бы это было уже на каждом экране. Просто на каждом. Кто бы правильно говорил, кто бы говорил неправильно, но это обсуждалось бы. Это вот как раз показатель дееспособности нашей элиты. Вот Сурков написал статью. Вот. Как там лицемерие? Кризис лицемерия про Запад. И что? Вот читаешь эту статью, так и хочется сказать: Владислав Юрьевич, мимо! Тебе тот, кому ты написал эту статью, ставит неуд. Ты профнепригоден. Великолепная статья в этом плане. Показывает уровень понимания глобальных процессов, концептуальной власти. То есть абсолютное непонимание. Да, а нет, ну инструмент-то хороший, чтобы всему миру донести. Так что свой неуд заработал Сурков и те элиты, которых он представляет. А вопрос времени, когда этот неуд реализуется в конкретные управленческие дела. А, кстати, Сурков уже понижение-то в статусе получил, потому что он уже показал, что у него понимание процессов управления глобального и в целом уровня значимости неудовлетворительное. Получил. Но, видимо, человек упорствует и утверждает. Вот вместо того, чтобы учиться и разбираться, да, они упорствуют в своих ошибках. И они пытаются хозяину навязать свой уровень понимания, который вообще гибельный и кризисный. Не будем им в этом препятствовать. Да, конечно, не будем. Не мешай глупцам творить глупости. Широчайшую публикацию этой статьи, чтобы максимально, чтобы мимо глаз всех представителей глобальной элиты эта статья не прошла, и чтобы каждый оценил уровень интеллекта и понимания Суркова и стоящих за ним кланово-корпоративных группировок. Вот вы сейчас говорили о Крыме. Следующий вопрос у нас от Максима из Донецка. Онлайн-конференция Захарченко с жителями ДНР и Украины показала, что люди по обе стороны линии конфликта устали и деморализованы, а еще больше подавлены от отсутствия понятных целей и видения будущего республик и самой Украины. Ведь на референдум шли в надежде на крымский сценарий, и что ни от Захарченко, ни от простых людей ничего не зависит. Все чего-то ждут и надеются на чудо, что хунта лишится власти в Киеве, а сведомые нацики сбегут. Но любой здравомыслящий человек понимает, что само собой ничего не разрешится. Валерий Викторович, чего все ждут и от чего зависит разрешение конфликта на Донбассе и ситуация на Украине? От разборок в США и обретения суверенитета России? К настоящему времени на Украине зависит от того, насколько будет ответственной гражданской позицией основная масса населения. Вот если этого не будет, то они как были травой на поле боя, так и останутся. Крымский, образно говоря, сценарий, ну там со многими допущениями имеется в виду, вот, он был возможен до мая 2014 года. Но его заблокировали управленческие элиты, которые подписались под государственный переворот. Я уже неоднократно приводил пример. Государственный переворот можно было ликвидировать в течение суток 20 февраля, в течение 2 недель в марте. Можно было ликвидировать его в течение месяца в мае, а в июне уже гражданская война руками патриотов, так называемых этих волонтеров. Поэтому сейчас должны не ждать, а должны понимать, что им никто не придет и не решит их проблемы, что они должны сами стать. Вот я постоянно говорю о том, что Украина должна, вот, ну, в смысле, с точки зрения России, должна стать нейтральным
государством, демократическим. Но для того, чтобы Украина таковой стала, должна быть определенная позиция. Ведь если сейчас государственность ДНР, ЛНР будет распространяться на всю Украину, она будет воспринята далеко не так однозначно населением внутренних вот этих вот областей западных. Чтобы она была воспринята однозначно, был запущен проект «Окно Авертона» под названием «Малоруссия». Захарченко тогда объявил. Но это человек не вкл-выкл. Быстро ничего не происходит. Люди должны наесться власти киевской банды. У людей должно пойти осмысление управленческих процессов, чего они хотят и что они могут сделать для того, чтобы они достигли своих интересов. А пока они будут ждать, думают, что сходил на Майдан, там попрыгал за денежки, а кто-то там будет для тебя счастье делать, ничего не будет. И что сейчас у людей? Действительно дезориентация, потому что непонятно, а куда двигаться, а какое будущее. Вот. Что нужно делать? Строить государственность Донецкой и Луганской республики. Было бы неплохо объединить их в единый субъект, но это пока нереально. Обратите внимание на символику Луганской и Донецкой республики, и все вопросы, почему нереально, отпадут. Вот. Союзниками являются союзниками. Многие вопросы решают совместно, единым, на основе единого управления, единого ресурсного обеспечения. Так почему они не могут строить государственность для всей Украины? Они должны это, в принципе. Они показывают этот пример. Они должны показать, вот, что есть определенная стабильность, есть определенная перспектива по нарастанию безнадеги на всей Украине. Есть островок стабильности, к которому можно примыкать, с которым можно вести диалог по сохранению культурной идентичности разных областей. Да, было управленческое, так скажем, конкурентное преимущество Украины перед Россией, унитарный состав. Вот. Пошли на федерализацию, да бога ради, с этим тоже можно работать. К унитарному все равно придем, никуда не денемся. И в России придем, и на Украине, и вообще весь русский мир, в конце концов, станет планета Земля. Вот. И это будет унитарное государство. И будет провинция Франция, провинция Испания, вот, на автономии там разделенные там разные области. Прованс или Каталония, ну, соответственно, Франция и Испания. Вот. Так что все будет. Ждать, если просто сидеть ждать и от кого-то требовать, ну, это самый верный путь к собственной гибели. Украина сейчас этим путем идет. Вся имеется в виду, вот, которая противостоит Луганской и Донецкой народным республикам. Вот. Там чего-то ждут, на что-то надеются, а надо уже понимать. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ведь они же понимают, что все разворовывают. А если вы хотите принять участие в воровстве, ну, допилите сук, на котором сидите. И ведь в чем там суть? Не будет большой террористической войны по зачистке бандеровского питомника, когда придет Луганская и Донецкая республики и установит свою государственность на всей территории Украины. По какой причине? По одной. Менталитет сведомого украинца не связан с родиной. У него нет родины, у бандеровца нет родины. У него есть кусок хлеба, ради которого он готов стоять на коленях, не заработать, не вырастить его, а чтобы ему хозяин кинул какой-нибудь там огрызок со своего стола. Это мечта, и ради этой мечты ему нужен был безвиз. Так вот, когда будет установлена государственность Луганской и Донецкой республики на всей территории Украины,
Вот эта вся сведомо-бандеровская шушера, она просто-напросто из страны уйдет, она эмигрирует. Останутся только инструментарии ЦРУ, ФБР и других спецслужб США и западного мира, которые будут осуществлять бандеровский террор в той или иной мере. Но в основном залягут, чтобы сохраниться по принципу советской власти, когда будем ждать своего времени. На прошлой неделе наша страна отмечала 100-летие Великого Октября. И в связи с этим вопросы от Сергея Александра. Валерий Викторович, к столетию революции 1917 года телеканалы начали на перегонки гнать сериалы про так называемых гениев и демонов революции. Один из таких – это фильм про Бронштейна-Троцкого. Как вы считаете, это идет попытка создания «религии» в кавычках, поклонения Троцкому по форме и психтроцкизму по сути? И еще, неужели создатели фильма и его заказчики настолько тупые, что допускают мысль, что фигура Троцкого, Бронштейна имеет хоть какую-то реальную поддержку среди народа, среди его понимающей части? Ведь не желающий понимать просто выплюнет эту подделку без особого усвоения и осмысления. И, собственно, вот эти самые сериалы были показаны по Первому каналу и «Россия-1» параллельно, и примерно в одно и то же время. Имеется в виду сериалы «Троцкий» и «Демон революции» про Ленина. Получается, что каждого из нас заставили сделать выбор между троцкизмом и большевизмом. Означает ли это, что Первый канал является последователем троцкизма, а ВГТРК выбрал путь большевизма? Нет. И то, и другое троцкизм, только в разной упаковке. Вот. И здесь вообще даже как бы... Выбирать не приходится. Да, абсолютно не приходится выбирать. А что касается чего понимают хозяева, так они понимают гораздо больше, чем вот автор, который написал вопрос. Ведь о чем идет речь? История – это второй приоритет обобщенных средств управления. И какую историю сформируешь для населения, так ты сможешь планировать свои будущие управление в будущем этим объектом. И у нас ведь, когда наступили года так называемых реформ, 90-е, да, кровавые 90-е, беспредельные 90-е, но для кого-то они святые, у нас начался погром именно в первую очередь исторической науки. И основное удар был нанесен по молодежи в 90-е. В 90-х, напомню, было 17 учебников по истории, написанных на западные деньги. То есть любой учебник истории и все. Во многих учебниках истории, написанных на соросовские деньги, речь шла о том, что вообще, ну там несколько строк про Великую Отечественную войну, а основные битвы это вот Эль-Аламейн в Африке и прочее. То есть мы как бы прилагаемые к западному миру. И, повторю, история – это второй по мощности приоритет управления. И историческое прошлое формируемо. И вот эти сериалы вот, только могут показаться так, что они никак не влияют. Еще как влияют. Они создают единое информационное поле, благоприятное именно троцкизму. И это поле, фильмы это всего лишь элемент. А все остальное, телевидение, радио, политические различные деятели, которые каждый по элементику несет, не понимая, что это как раз и есть троцкизм. А потом из этого лепится нам определенное будущее. И вот когда встоял вопрос о том, почему глобальный предиктор нам не помогает, он проводит конкретную диверсию. Да, Россия должна решить эти задачи, но в конце концов Россия, решая задачи по укреплению устойчивости цивилизации на планете Земля, должна переродиться и стать нашим инструментом. То есть то, чего задумывали при проведении февральской революции.
И что пресекла революция? Октябрьская, Великая Октябрьская социалистическая революция, которая поставила крест на этих планах, подписав Брестский мир, чего не могут все эти психотроцкисты простить. Потому что тогда страна стала реально обретать свой суверенитет, и из крови гражданской войны она вышла во многом, обретя этот суверенитет, который она в значительной мере укрепила во время Великой Отечественной войны, что зафиксировано в 1943 году разгоном Коминтерна. Ну, такие структуры не исчезают просто так. Да, структуры как бы распустили, но люди-то не исчезли. Сами референтные группы, они никуда не исчезли, и, соответственно, управленческие связи не исчезли. Но это уже очень значительный шаг был в то время. А после сталинский погром, когда погром истории, развенчание культа личности Сталина, который начал проводить Хрущев, это был реванш троцкизма в нашей стране. Но большевизм народа оказался настолько силен, что несмотря на то, что управленческие кадры были выбиты во время Великой Отечественной войны, внутренний большевизм перемолол развенчание культа личности Сталина, десталинизацию, и породил движение вперед, несмотря ни на оттепель хрущевскую, ни на застой брежневский, ни на перестройку Горбачева, ни на кровавые 90-е Ельцина. Мы двинулись вперед и выдвинули из народа Путина. И теперь страна снова обретает суверенитет. Но глобальный предиктор решает использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Интерес к истории есть, у них есть деньги, у них есть возможности, поэтому снимаются нужные для них фильмы. Вот многие патриотические фильмы сейчас вот стали сниматься, а они ведь по сути-то не патриотические, они троцкистские. То есть использовать творческий потенциал масс для того, чтобы решать задачи глобального предиктора с ущербом для своей собственной страны, с последующей гибелью этой страны. В этом, в общем-то, суть троцкизма политического. Далее вопрос от хирурга. Спасибо, Валерий Викторович, за ответы на мои вопросы. Имеются в виду вопросы, связанные с Конституцией Украины. Однако, если вы вещаете для людей знающих, то призывы к изучению КОП бессмысленны. Если же ориентируетесь на неподготовленную аудиторию, то тогда непонятно ваше раздражение. Зачем отсылать людей копаться в информации, которую без спецподготовки тяжело понять, если потом возмущаетесь, вместо того, чтобы просто разъяснить правовые нюансы? Для вас все очевидно, но также врач может сказать больным: сами читайте толстые книги по своей болезни, или я укажу вам на необходимость самостоятельно постигать весь объем знаний по медицине. Ведь это же ваш организм, здоровье, значит безопасность. А потом буду с раздражением констатировать вашу полную профнепригодность. Или я опять не прав? К сожалению, должен сказать, что не прав. Значит, возможно, я был несколько резок, и это, так скажем, породило восприятие у человека, что я с раздражением воспринимаю. Совсем не так. Если человека это обидело, ну, приношу свои извинения, это раз. Во-вторых, значит, в чем не прав? Не прав в том, что мы не вещаем, а помогаем людям осваивать концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления, разбирая на основе КОП и ДОТу текущие политические события. И когда я предлагаю изучить что-то, я однозначно знаю, что это вполне доступно людям для самостоятельного освоения. Хотя по Конституции Украины я несколько раз высказывался, возможно, где-то не получилось у человека посмотреть в интернете. Вот. Так вот, в чем здесь суть? Трудно. Абсолютно согласен. Очень трудно. Есть русская пословица: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Новые знания нужно освоить. В школе легко разве было людям учиться?
Многие психовали, вот как трудно, дают такие задачи, а мы там не готовы, что за учительница тут у нас такая или учитель. А потом с благодарностью вспоминали, что если бы не тянул учитель, не заставлял решать задачи, которые кажутся трудными, но к которым в принципе человек уже подготовлен. В любой человек подготовлен. Вот мы, когда ведем вот эту нашу передачу «Вопрос-ответ», мы исходим из того, что ее может смотреть человек, вообще не обладающий знаниями по концепции общественной безопасности. И нулевые знания. Вот. Но почему вот здесь некорректный пример с врачом? Врач – это специализация. Но ведь начальными знаниями по медицине каждый человек обладает. И вот в данной ситуации это вот как раз было начальные знания. То есть человеку самому попробовать и сочленить. Повторю, да, это действительно трудно, особенно если не занимался. Но знаний у любого человека, чтобы работать с теми документами, которые издает вот эта государственность, достаточно. Нужно просто с ними работать. Просто читать. Вот я сейчас привел, вот начинали передачу со статьи. Да, эту статью трудно понять. Нужно обладать определенными знаниями по управлению. У нас на политшоу, на ток-шоу каждый день толкутся огромное количество политологов, политиков. Они не поняли. Это их задача. Понять, растолковать, поэлементно разобрать, показать, вписать. Они это не сделали. Но вот то, что они это не делают, они целенаправленно понижают планку восприятия законодательной базы, на основе которой живет и существуют все государства мира. Если законодательство для вас ничего не значит, то, значит, в принципе, государства и не существует. Ведь законодательные вот эти акты любой страны, любая конституция прописывается как форма организации на принципах, само собой разумеющейся, в мировой юриспруденции. Вот. И благодаря тому, что у наши политики и политологи опускают, у людей складывается ошибочное, неправильное восприятие, что трактовка вот этих законов, понимание этих законов осуществляется только ими, потому что они вот опустились на этот уровень и начинают вот так вот говорить. А если что-то напрямую не прописано, вот не выделено, то вот соотношение двух субъектов, так и так, то это уже сложно. Так вот, опять же, повторю то, что было по Украине, вот сказано. Надо понять, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если сами не будем изучать законодательную базу, то вот эти политологи и политики, они не справятся. И более того, они все управление решают исключительно в своих корыстных интересах в рамках той целевой функции, в которой вводит внешнее управление. То есть они входят во власть только для того, чтобы награбить побольше. Ну, кто берега потерял, как Лазаренко, тот сидит. Вот. Или другие. Поэтому нет никакого ни снобизма, ни раздражения. Просто была несколько, может быть, резкая реакция. Вот. А так мы бы не занимались вот этой деятельностью по повышению управленческих знаний всем населением, если бы относились так снобистски. Ведь с этими знаниями очень легко зарабатывать деньги. Очень легко. А мы их отдаем людям. Изучайте. Мы тратим на это время свое, чтобы донести. Ведь никто больше не делает. Вот хотя бы один бы ресурс, который бы вот в таком объеме бы работал бы с нами на 2 паса, было бы просто великолепно.
Говоря о сложности освоения, Доту фактически ответили на вопрос Виталия Орлова, который пишет, что вы в каждом выпуске говорите о значимости Доту, призываете изучать. И он, как и многие, скачал и начал читать, но почти сразу столкнулся с тем, что материал очень трудно воспринимается. И вопрос от Сергея, пожелание даже можно сказать. Сделайте несколько учебных выпусков с комментариями по Доту. Вот произошло такое-то событие. Здесь проявляется такой-то инструмент. Вот так с ним надо работать. На примерах. Не просто говорить, что надо учить, а прямо в эфире покажите, как работает теория в деле. Это будет гораздо полезнее, чем постоянно упоминать, но не показывать. Я читал Доту раз уже 5, но ничего из того, что вы говорите, в ней не нашел. Понятно. То есть это прямое исследование. То есть работать с документами, ну, я понимаю, это трудно. Значит, тогда возвращаемся опять к тому, вот, когда я говорил о том, что очень трудно работать, когда мы являемся фактически единственным ресурсом. Вот в таком объеме, я подчеркиваю, в таком объеме. Но это не значит, что мы единственные, кто работает по освоению концепции общественной безопасности, по донесению ее широким массам населения. Есть много и достаточно интересных проектов, люди работают и достаточно творчески работают, но вот они работают вот как раз в этой стезе, что вот есть какой-то вот объект, и большей частью имеется в виду вот таких вот проектов, они работают вот, и они вокруг него выстраивают, показывают, как этот процесс работает на основе концепции общественной безопасности, то есть как он понимается. Мы, когда проводили семинары, старые записи наверняка в интернете есть, мы как строили? Значит, 30-40 минут где-то теория, и оставшееся время, час 20, в общем-то, у нас пара шла, у нас уходило на конкретный практический вопрос. Когда мы брали в соответствии с рассматриваемой темой события из текущей политической жизни. И то есть мы, дав теорию, показывали, как этот факт работает. Но такой подход, он чреват тем, что мы не даем целостности восприятия управленческих процессов. И мы в результате приводим к запаздыванию в реакции на управление. То есть человеку подчас уже становилось неактуальным, вот через некоторое время, вот этот комментарий. А нужно дать целостность. Я ведь опять же возвращаюсь к тому, что вот сейчас мы работаем, но в рамках некой советской международной панорамы. То есть обратите внимание, все события мы показываем связи. И эти связи выстраиваем на основе знания достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности. Вот человек сказал, что он 5 раз прочитал. Вот именно, что он прочитал, а не освоил это знание. И если... А почему он не освоил? Здесь много может быть, но я предполагаю вот о чем. У него базовые стандарты образовательные не способствуют к восприятию вот этих информационных модулей. И тогда что нужно сделать? Не в доту упираться, а пойти с другой книги внутреннего предиктора СССР. Написано огромное количество книг, это 60 с лишним книг, множество аналитических записок. Вот выберите то, что вам интересно, что по жизни вам интересно, к чему вы в принципе готовы, и вот вы через это войдете в концепцию общественной безопасности. То есть вы прочитаете книгу, которая на основе ваших интересов и вашей базы, образовательной базы даст вход в освоение достаточно общей теории управления. Вот таким путем надо идти. А так, да, действительно, очень трудно, и большому количеству людей просто очень трудно сразу взять достаточно общую теорию управления, вот «Мертвую воду» читать, тяжело, очень тяжело освоить. Этот не отнять, к сожалению, но нужно выражать мысли точно. Нельзя использовать старые термины, старые понятия для выражения нового знания, потому что будет крах. Поэтому, естественно, пришлось ввести очень много новых понятий,
много терминов новых, но они сейчас уже во многом наработаны уже в обществе, это уже легче. А когда начинали люди, это вообще было трудно. И когда не были написаны книги внутреннего предиктора толстые, такие, которые помогали бы входить, ох, как это было трудно входить, осваивать концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Ну, все делается через труд. К сожалению, другого пути нет. Ну, к сожалению, как? Человек, в общем-то, рожден, чтобы трудиться. А, к сожалению, это когда вот погосподствующее это, как рекламный слоган гласит, мы тут сидим, а денежки работают. Такого не бывает. Деньги – это предельно обобщенная информация о продуктообмене, а продукт – это продукт человеческого труда. Поэтому, производя один продукт, отдаешь его людям, за обмен получаешь другой продукт. Так что только осваивать, только изучать и помнить, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. Упомянутые вами семинары доступны на нашем сайте fktaltai.ru в блоке на главной странице «Фонд концептуальных технологий», далее раздел «Семинары». Ну и это был последний вопрос на сегодня. Ну что ж, нам тогда остается попрощаться, пожелать. Желаю вам всего самого наилучшего, мирного неба вам над головой. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. До следующих встреч.